Здравствуйте, невероятные белорусы! Сегодня поговорим о контрактной системе. При длительных трудовых отношениях с работником можно заключить бессрочный или срочный трудовой договор, контракт. Бессрочный трудовой договор обладает множеством очевидных преимуществ для сотрудников. Самое главное – это защита от увольнения. Дело в том, что оформив бессрочный трудовой договор, наниматель лишается права уволить сотрудника без уважительных причин. При этом сам работник имеет право на увольнение и может написать заявление по собственному желанию в любой момент, предупредив нанимателя за месяц. При бессрочном трудовом договоре уволиться не составляет никакого труда, а вот уволить неугодного системе было бы проблематично. Контрактную систему найма ввели в 1999 году по указке, точнее указом президента. В 2014 году вышел еще декрет номер 5, который ужесточил трудовую дисциплину. В частности, он расширил список проступков, за которые наниматель может досрочно расторгнуть контракт. Практика показывает, что годовые контракты нередко используются нанимателями для скрытого сокращения, ведь при сокращении предусмотрены выплаты либо переобучение, а так можно просто не продлить контракт. Но давайте называть вещи своими именами. Высококвалифицированных специалистов увольняют не за плохо выполненную работу, а за их гражданскую позицию, как это было с лучшими медиками Мартовым и Мрочиком и с многими другими белорусами. Международная организация труда и другие международные организации, работающие в этой области, признают, что декрет номер 29, которым ввели контрактную систему найма, закрепляет принудительный труд. В 1999 году необходимость введения этой системы объяснялась одним, чтобы неугодного человека можно было в любой момент уволить, и никаким образом нельзя было это обжаловать. Так это работает и по сей день. Считается, что плюсом работы по контракту являются дополнительные выплаты и отпускные дни. Но называть это плюсом – полный абсурд. Как может отличаться заработная плата и отпуск за ту же работу, только если договор будет срочным либо бессрочным? 22 статья Конституции гласит: все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. Самому же работнику сложно уволиться до истечения срока контракта. Если наниматель против, у него есть право отказать и удерживать человека до окончания срока. Как же уволиться, если вы все же заключили контракт? Можно попробовать написать заявление по соглашению сторон и получить согласие нанимателя. Если согласие наниматель не дает, то можно уволиться по одной из уважительных причин. К ним относятся состояние здоровья, выход на пенсию, необходимость ухода за больными членами семьи и изменение места жительства. Доказательствами для нанимателя изменения места жительства могут служить регистрация по месту пребывания, либо приобретение жилого помещения в другом населенном пункте. Доказательства об уважительности причин досрочного расторжения контракта прилагаются к заявлению. Контракт может быть досрочно расторгнут по требованию работника в случае нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора. Факт нарушения нанимателем подтверждается документально, заключением инспекции по охране труда, прокуратурой или правоохранительными органами. Туда нужно обратиться с заявлением. Основанием для заявления является необеспечение здоровых и безопасных условий труда, невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, непредставление гарантий и компенсаций. Также вы можете обратиться в суд, но тут уже самостоятельно придется доказывать факт нарушения нанимателем законодательства. Отстаивайте свои права, ведь контрактная система лишь малая часть того, как Лукашенко превращал все 26 лет нашу страну в ГУЛАГ. И сейчас вам решать, быть рабами в своей стране или бороться за свою свободу. Живе Беларусь! Уходи! Уходи!